Вы давно были на рынке? На настоящем рынке. Даже если вы периодически ходите за мясом на ближайший сельский привоз, то, скорее всего, такого рынка вы не видели. Приветствую зрителей канала Denlos TV 360. Лет 5 назад, может 6, я нашел этот рынок, и тогда он мне показался самым грязным, самым вонючим, самым отвратительным из всех рынков, которые я только видел. Давайте сейчас в сферическом формате туда заглянем, сравню свои ощущения с теми. Ну и заодно вы сможете повнимательнее рассмотреть, а не только то, что я вам показал, увидеть. Можете вертеть головой во все стороны. Вход на рынок где-то вот через такие вот указатели туда. Я думаю, куда-то вот сюда надо идти. Чем уже улочки, тем правильней путь, потому что рынок-то секретный. Нихао. Ой, тут у них собачка на цепи. Как уютненько, с диванчиками. Ё-моё, заблудиться можно. Ну вот, до рынка еще не дошли, а уже интересно. Ёкарный бабай. Да, не факт, что я вообще тут смогу пройти, но очень надеюсь, что получится. Мои плечи с трудом проходят между этими домами. Ну вот здесь пошире. И вижу дедушку с тележкой, значит, мы с вами на правильном пути. Да, помню, забор был, там как бы приличная часть, а вокруг забора такое все. Давайте для начала пройдем вдоль забора, посмотрим, что тут есть, а потом уже пойдем на основную часть рынка. Да, прикольно наблюдать за местными жителями, которые пялятся на камеру. Вертите головой. 8К позволяет разглядеть, а еще учитывая, что вы можете ставить паузу, так вообще замечательно. А звук-то какой классный, да? Но пока я не чувствую тех ужасных запахов, которые были тогда, 5 лет назад. Ну и рынок как-то меня пока не шокирует. Овощи, фрукты, парикмахерские. Ну и глаза у некоторых. Такие, что это за инопланетянин? Трусы. 15 юаней за 2. Нихао. Йоси. Что такое йоси-йоси? Так, тут цветы, а нам на вот этот рынок. Хуади Лилу Гарден Маркет. Рынок очень большой, но мне почему-то помнится, что основное здание было круглое. Но столько времени прошло, могли все переделать за это время. Так. Шаманские отделы с сушеными травами, крысиными хвостиками и другими непонятными зельями. Сладости. К ним я сейчас подходить не буду. Мне интересно проверить, есть ли запрещенное мясо. В провинции Гуандун и в городе Гуанчжоу, в том числе, где мы сейчас с вами находимся, запретили торговать собачатиной. Нет, есть, конечно же, ее не запретили, но несколько лет назад, даже после запрета, я находил в продаже. Сейчас пока не вижу. А что мы видим? Слева рыба, справа мясо, и запах, да, сильнее, насыщеннее, чем на других рынках, на которых я был последнее время. И убрано не так чисто. Вот интересный первый лот. Крокодил слева от нас. Черепашки. Какая большая, огромная просто черепаха. Сейчас посмотрите вниз.
Вот она, прямо перед нами снизу. Страшная. Тут же жабы. Ну, крокодилы у нас возле дома тоже продаются на рынке выходного дня. Креветки самых разных видов, рыба, камбала. Вот еще перед нами лягушачья, крокодила, черепашечий отдел. Они прям такая специализация у них. Вот там какие-то угри ползают. Давайте еще пройдем вот по этой части. Справа колбаса, сало черное, мое некогда любимое. Ну, пока ничего отвратительного не вижу. Тогда меня шокировало то, что черепашек живых вскрывают, и они еще так ползают, но уже со вскрытыми кишками. Это было ужасно. Издевательство над животными запрещено большинством платформ, но если эти животные предназначены для еды, то вроде как можно. Поэтому конкретно тот видеоролик, где я показывал черепашек вскрытых, не заблокировали, хотя я уверен, наверное, попытки, жалобы на него были, потому что он набрал достаточно много просмотров, и там были защитники прав животных. Кишки легкие, папайя. Как прям все вперемешку. Обычно отделами, здесь тоже отделами, но между отделами нет никакого разделения. Ну, здесь все норм, кроме того, что в мясно-рыбном отделе было очень скользко, я аккуратно шел, и запах сильнее, чем обычно. Вот здесь в овощах уже нет такого запаха. А может, я вообще не на тот рынок пришел? Давайте глянем немножко на цветы. Полюбуемся красотой. Цветы в Китае, на юге Китая очень дешевые. Говорят, один из переводов Гуанчжоу как город цветов. Потому что здесь нет ни одного времени года, чтобы какой-нибудь цветок не был распустившимся. Всегда все цветет. Ценники не указаны, но я так скажу. Хороший, красивый букет можно купить за 30 юаней. Не шучу, за 300 рублей. Это будет не одна роза, а много. И не обязательно роз. Все, здесь рынок закончился в эту часть. Шнурки. Еще что-то непонятное. Какие-то корни. Я зашел откуда-то оттуда вместе с вами. Выйду пока не знаю куда. Стоянка для велосипедов. Очень многие приезжают на рынок затариться по-крупному. Ресторан сразу при рынке. Ну что, правильно, купил свежую рыбку, тут же ее приготовят. Можно смело сказать, я поймал в аквариуме живую и съел. Еще прыгающую на сковороде. У китайцев есть такой способ приготовления рыбы. Карп еще живой и даже шевелится, но уже пожаренный. О, смотрите, какой прикольный крокодильчик. Классненький. Интересно, настоящий? Нихао. Продавщица так смотрит. Ну что ж, пройдем, посмотрим. Красные конверты, зубные щетки, ключи 5 юаней за ключ, трусы по 1 юаню, использованные что ли уже, что так дешево. Чай на развес 16 юаней, 20-60. Наверное, не за полкило, а за 100 грамм, хотя может и за полкило. Пищевой рынок наименее интересен, конечно же. В любом городе России есть такие рынки, но не во всех городах России на таких вещевых рынках. Тут же массаж. Капец.
Кого-то обматерили что-то. Пахнет травами сушеными. Слева прям такой запах сильный, травяной. Конфеты и сладости. Финики, конфеты, печенюшки, заморозка. Какой разнообразный рынок. Тут есть все, реально. Грибы. Вот слева, посмотрите, какие огромные грибы. Мед. Ну или что-то медосодержащее. Отдел с булками. И слева булки, и справа булки. Здесь пахнет приятно. Яйца. Посмотрите, какой огромный ассортимент. Справа. И со штампиками, и с наклейками. Самые дешевые 5 юаней за полкило. Перепелиные яйца готовые. Что все... Понятно. 12:30. Я думаю, что все едят? Правильно. Время обеда. Удлинители, зарядители. Тут прям какой-то проспект уже. Я не весь рынок посетил, надо назад возвращаться. Шарахаются от камеры. Пойдемте дуриан посмотрим. Арбузы по 2 юаня за полкило, дуриан по 58. Не, он есть какой-то по 30. Совсем маленький, ну там есть нечего. Обувь. Снова мясо, приготовлено в виде и разобранные животные. Так, мы откуда? Оттуда пришли. Надо вернуться. О, нет, сначала пойдем кайфанем от вот этого вот мяса. Как оно красиво выглядит. Нихао. Туша свиньи, ребрышки, котлетки. Я помню, на этом рынке мне давали, отрубили маленький кусочек попробовать. Бай-бай. Так вкусно было. Грязными руками мне хрясь, кусок там полетел куда-то на прилавок, грязный опять же. Ножу, я грязными руками зачавкал. Такое ощущение, что сверху дождь. Но это не дождь, это с кондиционеров капает. Ну, может, где-то, конечно, вода скопилась там на крышах, потому что сегодня так, немножко капало с утра. Но к обеду выглянуло солнышко. Это все испарилось, и теперь на улице духотища, просто капец. Как же мне назад на рынок-то попасть? Вот вопрос. Ладно. Сейчас найдем вход. Первый же раз я нашел. Хотя с трудом, конечно, протиснулся между домами. Что-то как-то... Ну, зато не рынок, но мы можем полюбоваться жизнью местных. Вот это стопудово какая-то зона отдыха раньше была. Можем даже в подъезд зайти. Хотите? Я хочу. Надеюсь, нас не наругают. Вот подъезд.
многоэтажного, по-моему, 5 этажей дома. Лифта нет, конечно же. Внутри, ну, так, немножко стрёмненько. Счетчики висят, номера телефонные. Ну, собственно говоря, выше нет смысла идти, здесь все однотипно. Кругом железные двери, решетки. Где-то видно побогаче, где-то победнее. Там, наверное, сверху у кого-то кладовка под потолком. Не удивлюсь, если здесь еще и видеонаблюдение. В Китае видеонаблюдение везде, даже в таких подъездах. Ну, как минимум на входе. Тут ступеньки недавно были подремонтированы, видимо, совсем разрушились. Ну что, попробуем туда вот пройти. Вот, я думаю, была зона отдыха со столиками. Тут сидели, в карты играли. Ну вот, я слышу шум. Вот рынок. За вот этой стеной. Тупик. Никак не перепрыгнуть. Да, здесь не пройти. Я так понимаю, вот был проход справа от нас, но сейчас он перекрыт. Наконец-то у меня в руках камера, снимающая настоящее сферическое 8К видео. Еще и неплохо. Снимающая при недостаточной освещенности. Так что я счастлив. И помните, да, очень хочу запечатлеть уходящий Китай. У меня есть даже кадры во время пандемии, как я шел по центру города и не было ни одного автомобиля. О, я нашел вход куда-то. Надеюсь. И искусственный интеллект, средства обработки видео, я храню все исходники, позволяют из того не очень качественного на много менее качественного, чем сейчас снимают камеры, материала сделать тоже конфетку. Нет, здесь тоже нет прохода на рынок. Ну, зато, опять же, наблюдаем местную жизнь. Бардачелло, бардачелло. А наверх посмотрите. Уверен, что этот рынок изменился. Надо, конечно, пересмотреть тот видеоролик. Ссылка на него, если что, есть в описании. Он в плоском формате. Я ходил по разным рынкам и искал канализационное масло по просьбе телевизионных работников. Не нашел. И живых черепашек, которые живые брелки, тоже не нашел тогда. Но их до сих пор продают. Ладно, здесь мы не сможем пройти на рынок, придется частично возвращаться назад. Конечно, райончик такой. Гуанчжоу намного медленнее сносят, чем тот же самый Шэньчжэнь. Поэтому, возможно, когда вы приедете в Гуанчжоу, то сами сможете найти это место. Координаты есть в описании к ролику. И оно будет еще существовать. И, возможно, даже похоже на то, что вы сейчас видите. А может быть и нет. Потому что даже я не узнаю многие места, по которым гулял всего лишь несколько лет назад. Здесь мы с вами были. Если что. Там снова нет прохода на рынок. Как так-то? Вот как я так вышел? А теперь назад попасть не могу. Ну вот. Мы снова на рынке. Ура!
Как красиво сливы полили. 10 юаней. Нектарины по 6,5. Это те, от которых зубы сломать можно. Очень. Китайцы любят фрукты недозревшие, они грызут их как картошку. Ну, во всяком случае, те китайцы, которых мы наблюдаем. Возможно, в других провинциях любят только полностью созревшие. Нельзя утверждать, что в Китае, например, что в Китае? Все харкают. Потому что многие, живущие в городах, воспитанные и не харкают уже на улице, как минимум. Так, ладно, ускоряемся, это же мы с вами все видели. Если нет, можете, если что-то не увидели, хороший пример, свинство. А вот что, не отучили их бросать на пол мусор. Нет такого у них воспитания пока. Хотя, например, наши дети в школе, у них есть предмет, на котором рассказывают, как правильно утилизировать, сортировать отходы. Например, когда вы разрываете пачку с семечками, нельзя отрывать вот этот уголок полностью, потому что он маленький, он потеряется. Ну, то есть мусора больше создаст. Надо частично оторвать, чтобы он болтался на основной пачке. Ну, одним пакетом осталось. Пробки сейчас делают на бутылках неотрываемые, чтобы отдельно пробку не выкидывали от бутылки. То есть молодежь здесь воспитывают не мусорить. Но почему-то, к сожалению, это не помогает, потому что я вижу, что многие дети... Что тут можно поесть? Курочек. А где голуби? Слева от нас готовая продукция, но я что-то не вижу голубей. Тут же голубей любят. Нет. Утки, гуси, куры. Всех голубей съели. И здесь тоже нет. Удивительно, что за фигня-то? А где живые курицы, утки? Я помню, тут их было очень много. Прям идешь, и они кудахчут, верещат. Им же тут же бошки отрубают. Вижу первую клетку с живыми курами. Вот они, родные. Перед нами разделанные курочки. И снова перед нами. Посмотрите, сколько видов куриц. Разных цветов, пород. Вот эти прикольные, с хохолками. Запах, конечно, от них такой курячий идет. Нихао. Ну, я хочу сказать, некоторые прям красивые. Да, есть такие задрыпанные, видно, что содержатся в клетке и никогда просторов не видали, а другие прям, ну и по цене. Те вот задрыпанные по 10, а вот эти вот красивые по 18. Это он с соседом, наверное, разговаривает. Хотели меня сфотать. Вот самые красивые по 25. Они реально круто выглядят. А здесь пошли гусики, уточки. Ой, какие красивые. Одни селезни что-то. Нет, вот. Самочки тоже есть. А вот и голуби. А это кто такие? Фазаны? Посмотрите, вот с красными такими пластиковыми на носу. Давайте я вам поближе покажу. Вот эти. Прямо передо мной, чуть ниже, если посмотреть. Обычный сизый голубь и какой-то фазан. Ну вот. Живых тоже нашел. Ой, кошечка. А это кто? Посмотрите, под кошечкой. Это что за птички? Кис-кис-кис. Мяу. Мяу. Мяу.
Странно. Не хочет даже за гребень схватить курицу. Вот у нас, помню, кот гонял немножко. А вот еще прикольненькие. 25 юаней за штуку. Это же, наверное, перепела. Ну, в смысле, перепелки. Перепела — это когда много женщина выпила. Как в зоопарк пришел. Контактный. Интересно, можно погладить? Нет, все разбегаются. Погладить-то можно, но боятся. По 40 юаней, по 65. Самые дорогие 65. Но это что-то прям очень дорого. О, вот это петухи. Нихао. Какие красивые. Тимбудон. Тимбудон. Тимбудон, да. Что-то, я единственное из того, что он говорил, последняя фраза прозвучала «ма». Что-то спросил. А что спросил, не знаю. Ну вот, живых тоже повидали, курочек, уточек, гусиков. Кто там еще у нас был? Перепелки и голуби. Вот еще партия живой птицы. Жалко, крокодилов живых тут нет. Но живых крокодилов можно посмотреть на соседнем рынке. Здесь не очень далеко. Нихао. Ну что ж, по-моему, мы где-то с вами здесь вышли и в ту сторону забора не ходили. Морепродукты, бананы. Если вы не успеваете реагировать на то, что я говорю, ничего страшного. Можете второй раз пройти и в другую сторону посмотреть. Один раз вперед, другой раз на меня, третий раз влево, четвертый раз вправо. И тогда вы изучите этот рынок лучше, чем я сейчас. Вот слева от нас какой-то ритуальный магазин. Это, ну, где ставят свечи, ну, то есть с похоронами связано, с усопшими. Еще один такой же магазин. По-моему, сегодня здесь проходили с вами. Или нет? То я не помню. Нихао. Магазин с водкой, с самогонкой. Такие бутыли огромные, из глиняные кувшины, сосуды. Все покрытые аж пылью, аж в животе что-то заурчало. Пить захотелось. Нет, просто жидкости какой-нибудь. Вот здесь вонь уже посильнее. 13 юаней за полкило вот эти вот курочки. Фу, блин, капец. Они, похоже, тут же их содержат. Они каждое утро новых привозят. Хотя нет, конечно, я думаю, не тут их содержат. Это просто магазинчики, в котором вот женщина сейчас пришла в маске, которая выбрала курочку, и сейчас бошку бац. Ой, а вот там петушок висит вниз головой. Ну, не буду вам показывать. Вот видите лапки? О, все, его последние минуты. Собачка. Бедный гусик, ему жарко. Да, реально, курам, ну, в смысле, птицам очень жарко. Я смотрю, клювы у всех открыты, бедненькие. Мне тоже жарко. Итак, сейчас я с этой стороны. Как я только что ходил, если я не мог пройти к рынку, находясь за стеной? Голуби, голуби, голуби. На юге Китая очень редко можно встретить голубей на улице. Есть голубятни, где их содержат. Даже у нас недалеко от дома их выпускают полетать, но очень-очень мало. И для китайцев это прям такое событие, для детей особенно, голубей погонять. Посмотрите, какая утка белая прикольная. Нихао. Вот это вот прям прелесть. Я был где-то вот там. Ну ладно. Вот такой вот рынок. Запах я нашел. Живую птицу нашел, в том числе голубей, которых вы точно не видели на рынках своего города, если, конечно, вы живете не в Азии. Что еще вы такое видели, чего нет на рынках в России, например? Ну, вот такого нет, ни разу не видел. Вот справа посмотрите, сколько птичек. Ну и все продавцы на релаксе.
Нихао. Возле некоторых магазинов пахнет, но не сильно. А возле некоторых прям воняет до слез. Ну что ж, да, это не тот рынок, который я помню, но все-таки немножко похоже. Возможно, через несколько лет уже и такое невозможно будет увидеть. А вот петушок просто стоит сверху. Можно тебя погладить? Нет? Хозяин не ругается. Ой-ой-ой, ладно, ладно. Раскудахтался. 13 юаней. Вот интересно, те 13, это 28. Наверное, каким-то специальным кормом кормят. Хотя выглядит абсолютно одинаково. Тимбудон. Спасибо. Кто говорит по-китайски? Что он мне сказал? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Рыба. Вы, наверное, заметили, какой хороший звук, несмотря на то, что камера достаточно далеко от меня. Потому что есть петличка. Insta360X5 позволяет записывать сразу 2 потока. А даже не 2, больше. Во-первых, она может снимать сферический звук, чтобы в гарнитурах виртуальной реальности можно было, поворачивая голову, понимать, откуда звук идет. Но это не эта тема. Здесь идет один поток с микрофонов камеры и один поток с петлички. И во время обработки можно регулировать, чего больше включить: звука с петлички или с камеры. Просто если бы я шел с петличкой, вы бы не слышали вот этих вот шумов, поэтому обалденно, классно сделали. Увидимся в следующих видеороликах на Denos TV 360, где вы можете увидеть намного больше, чем если бы просто смотрели то, на что направил камеру оператор. Ну да, еще из нововведений на этом канале шотсы появились. Каждый шотс показывает, кратко пересказывает то, что в полном длинном сферическом видео. О, 10 тысяч шагов. О, карта есть. Чтоб не заблудиться в этих лабиринтах рыночных. Станция метро Фан Кун. 11-я ветка, 20-я станция, 1-я ветка, 4-я. Добро пожаловать на рынок. Если живете в Китае и ни разу на таком рынке не были, я знаю, что есть такие люди. Можете приехать посмотреть. Правильно. Че пижаму снимать? Все равно вечером спать ложиться. Эх, а вот тот классненький райончик снесли. Я помню, он был очень интересный. Но, увы.